С вами Виктор Максименков, и в этом видео я предлагаю вам рассмотреть адскую цивилизацию, которая живет параллельно нам под землей. Дело в том, что в предыдущих видео удалось установить, что под нами существует райская цивилизация и адская цивилизация. Все ссылки на материалы, как всегда, в описании. Мы даже нашли входы в райскую цивилизацию, подробно ее рассмотрели, благодаря этому нашли тайны времени. В этом же видео хотелось бы поподробнее остановиться именно на цивилизации Аида и этом подземном царстве, так как оно влияет на нашу жизнь. Для этого нам и нужно установить, а действительно ли это так, собрать всю имеющуюся информацию и сделать выводы, что я вам предлагаю сделать в этом видео. Так, Аид или Гадес, Плутон, он невидимый, ужасный. В греческой мифологии бог царства мертвых, а также само царство. Сын Кроноса и Реи, брат Зевса, Посейдона, Геры, Деметры и Гестии. При разделе мира после свержения отца Зевс забрал себе небо, Посейдон море, а Аид подземное царство. И внимание, землей братья договорились править вместе. То есть та цивилизация Зевса, которую я в предыдущих видео описал как цивилизация Олимпов, округлых летающих искусственных магнитных платформ в нашей атмосфере Земли. Есть цивилизация Посейдона, мы ее рассмотрим в отдельных видео. Под нами существует цивилизация Аида. И вот они все вместе правят нашей Землей. Внутри же находится цивилизация райская или титанов, к которой мы тоже еще много раз вернемся, так как там множество секретов, которые объясняют множество легенд и мифов. И самое интересное, что с Аидом связан самый такой распространенный миф про похищение Персефоны. Казалось бы, ну о чем этот миф? А он о том, что Зевс пообещал Аиду Деметры дочь Персефону. При этом не спросил согласия ее матери. Когда Аид силой увел невесту, Деметра от горя чуть не лишилась рассудка, забыла о своих обязанностях, и земля была охвачена голодом. Споры Аида и Деметры по поводу судьбы Персефоны разрешил только Зевс. 2/3 года она была обязана проводить с матерью и 1/3 с мужем. Так возникло чередование времен года. Этот популярный миф рассказывает о том, как на Земле была уничтожена райская атмосфера, то есть перестал быть рай, круглогодичное лето, а появился сначала круглогодичная зима, которая в итоге привела к тому, что вмешательство божественных сил, в первую очередь Зевса, наступила смена времен года. То есть все-таки частично лето вернулось на Землю, это позволило оставшимся людям выжить. То есть тут прямое влияние на нашу жизнь на поверхности о том, как мы потеряли райские условия. В этом простом мифе записано. Плюс, если более подробно углубиться в этот миф, то на 4 черных конях в золотой колеснице появился из-под земли владыка царства теней Аид, который схватил юную, ничего не подозревающую Персефону и мгновение ока скрылся с ней на своих быстрых конях в недрах земли. Здесь очень простая мыслеформа. Во-первых, черный фон относит летательные аппараты к царству Аида, то есть подземному царству. А 4 коня – олицетворение круга. Вот мы и видим на современных снимках черный фон, у которого 4 золотых коня, то есть 4 золотых круга снизу, плюс опять же треугольник, она же пирамида, это в первую очередь символ подземного царства того же Велеса. То есть благодаря этому мифу мы тоже можем видеть, какие летательные аппараты присутствуют у нас в атмосфере Земли и, соответственно, понять, как они на нас влияют. Все ссылки на материалы в описании. В предыдущих видео я показывал и разбирал подобные аппараты. Ну, если это так, то где же находится этот Ад-Аид? Все древние легенды утверждают, что он находится у нас под ногами, то есть под землей. И это однозначно. Но где же конкретно он находится? Дело в том, что этот Ад-Аид посещали Эней, Улисс, Тесей, Геракл, Орфей, Полидевк и Психея. Это только из древних мифов те, кто отважились пойти в Аид в одиночку.
То есть там перебывала уйма народа, сохранилась уйма доказательств, которые предлагаю использовать для того, чтобы найти входы в это царство. Так что, если взять все древние легенды, первый вход располагался у мыса Тынар на южном конце Пелопоннеса. Вот он, это сейчас он называется Матапан, этот мыс, если я правильно понял. Второй вход был в Колонне, тоже это Италия современная. Третий под Этной на Сицилии, там где знаменитая мастерская Гефеста. Ну и четвертый мы нашли, как Стромболи, из него вылетали черти. Вот она, гора Стромболи. То есть все как-то очень компактно расположено, поэтому стоит поискать в этом месте еще информации. Здесь очень множество цивилизаций жило до этого, очень много интересных находок, в том числе почему бы не быть находкам внутреннего входа в Аид. Например, если посмотреть на тот же мыс Тынар поближе, то мы узнаем, что там раньше возвышался известный храм Посейдона. Согласно легенде, под храмом находилась дыра, через которую Геракл вытащил из преисподней на землю пса Кербера. Сейчас храм разрушен. Храм-то разрушен, но вот он, мыс теперь называется Матапан, а с левой стороны, посмотрите, что на современных картах, гигантская дыра. И такая же дыра находится возле Неаполя, так как что римский герой Эней вошел в Тартар именно через озеро Аверна. Другая легенда связывает с этим местом путешествие Одиссея. И опять обратите внимание, идеально круглое озеро. Ну, вполне вероятно, что применение оружия высоких энергий помогло образоваться этим озерам, то есть тогда, скорее всего, погибло много людей, может, поэтому и закрепилась за этими местами как бы легенда входа в ад, то есть множество людей погибло, скорее всего. И гора Стромболи, где обитают черти. Вот, пожалуйста, яркая иллюстрация тяготения чертей к вулканам. Вот она, гора Стромболи в натуре в Италии, плюс гора и вулкан Этна, под которой мастерская Гефеста находилась. То есть это все потенциальные входы в Аид. Вот вам современные доказательства, когда тепловые видеокамеры засняли НЛО, влетающий в вулкан Этна. Все ссылки на материалы в описании. Также один из самых старых известных входов в подземный мир находится в пещере Сибилы. В прежние времена об этом месте говорили как о дьявольских дверях. В классической работе Вергилия «Энеида» он говорит о пещере, где Эней встречает 700-летнего оракула и жрицу Сибилы, которые служат его проводником во время спуска в ад. То есть совсем недавно люди прекрасно жили и по 700 лет. Но продолжим. К северу от Праги в Чехии расположен замок Гоуска. Как говорят, он построен над ямой, которая ведет прямиком в ад. Так один из королей давал множество наград и тем, кто спустится и проверит, что же там внизу. Нашел один заключенный, который за освобождение решил спуститься. Когда его туда опустили, а потом подняли на веревке, он был уже безумен, выкрикивал только страшные слова о неведомых тварях, живущих внизу. Также в иудейских холмах у Иерусалима найдены следы языческих ритуалов, которые совершали в пещере близнецов. Это место может служить одним из многочисленных входов в царство мрачное Аида. Также по Данте, божественной комедии, вот это как выглядит ад Аид, у которого 9 уровней. Почему-то вверху тоже нарисован Иерусалим. Опять же, под Иерусалимом идет какая-то река, скорее всего, Ахерон, на какой глубине непонятно. А тогда пошли уже круги ада, которых общим числом именно 9. Все ссылки на материалы в описании, можете перейти. Очень интересное произведение. На Данте мы еще будем останавливаться, потому что Данте там нашел не только Аид, но еще и чистилище, но еще и рай. Ну, продолжим. Вот еще одна из фресок, где Христос выводит праведников из ада. То есть, по легенде, опять же, Христос спускался в ад и кого-то там освобождал. Это нам интересно, потому что, опять же, по славянским легендам, в далекой древности бог Перун освободил из пекла людей. Все, кого туда завлекли обманом и силой, и дал им возможность вернуться к родным очагам. Когда люди вышли из пекла, бог Перун завалил вход в пекло Кавказскими горами. Опять же,
Вот они, Кавказские горы, опять горы, завалили вход. Но на землю, помимо людей, выскользнули из пекла и всякая нечисть. Освобожденных людей с радостью встречали их родные, а когда к ним в дома стали заявляться нечисть, от нее откупались дарами. То есть интересные аналогии. То, что не только удалось освободить тех, кто томился в аду, богу Перуну, но и какая-то часть нечисти вышла наружу, в наш мир. Это нам будет очень интересно для того, чтобы найти, кто же вышел и чем же они сейчас занимаются. Но продолжим. По тем же легендам Китая, там существует город-призрак. Таковым оно являлось несколько тысяч лет, и все это время, по мифам китайцев, там под землей жили множество призраков, демонов и других существ. Вечность они проводили в ожидании грешных душ, недостатков которых не испытывают. Я для того это показываю, для того, чтобы показать размер этого Аида. То есть это не просто какой-то там городок, это гигантская действительно цивилизация, потому что те же входы в этот Аид мы находим и в Америке. Вот вулкан Масая в Никарагуа в 16 веке был назван испанцами адской глоткой. Тоже вот он как выглядит, действительно похож. А также многочисленные пещеры полуострова Юкатан, в которых майя приносили в жертву людей, тоже богам подземного мира. Но самое интересное, на мой взгляд, тоже и вот это вот свидетельство. Дело в том, что с самого момента колонизации Исландии викингами в 12 веке, опять же, гора Гекла считается воротами в ад. А почему она так считается? В 1341 году в летописи монахов были описаны стаи черных птиц, которые, внимание, летели к горе и исчезали в ее отрогах. Считалось, что это были души проклятых, которые отправлялись прямиком в чистилище. Ну, напомню, что птица Велеса – это ворон. То есть интересное место. Непонятно, куда пропадают, куда летят птицы, а тут у нас свидетельство, что они залетают внутрь горы. И куда-то пропадают надолго. Не внутренние ли полости мира, райскую и пекельную цивилизацию. Ну, если мы нашли входы, что же там дальше? Вот вошли мы. Через какое-то время должна появиться, скорее всего, река Ахирон. В 10-й песне Одиссея, это одна из рек подземного царства. Через нее Харон перевозит в челноке прибывших тени умерших. По другой версии, он делает это через Стикс. И Ахирон соответствует воздуху и югу. В него впадают две подземные реки – Кокит и Кацит. Утверждается, что происхождение это от поток печали или просто печаль этой реки. Так вот в чем дело. Дело в том, что недавно российские и немецкие физики и геологи обнаружили ранее неизвестную прослойку мантии Земли, в которой содержится гигантское количество жидкого кислорода. Может, это как-то и связано с воздухом, то, что мы читали недавно. По оценкам этих ученых, там в 8-10 раз больше кислорода, чем в атмосфере Земли. И пока они не знают, что происходит с этими кислородными реками в недрах планеты. Реками, подчеркиваю. А вот индейцы, Макуси, опять же из Амазонки, Южной Америки, они когда спускались в подземлю, они говорили, что некоторые места чрезвычайно опасны и их следует избегать, так как там кипящие камни и ручьи Азоги. Азоги это можно, конечно, понять с нашей колокольни как что-то типа азот, а может озон. Опять же, озон это 3 атома кислорода. Так что, может, это и были кислородные реки. То есть, все это не на пустом месте. Свидетельства есть. Но продолжим. Также там существует под землей река Кокитос. Она же река Плача, приток Стикса. Она упоминается в многих произведениях. На вашем экране как раз иллюстрация этой реки, которая как бы олицетворяет, что ад не только это пекло, высокие температуры, но и лед, очень низкие температуры. То есть две таких крайности. Еще одна интересная река Аида – Лето, дающая забвение. Забывает всякий, испивший ее воды. Все на свете, даже собственное имя. По прибытии в подземное царство умершие пили из этой реки и получали забвение всего прошедшего. Наоборот, те, которые отправлялись обратно на землю, должны были еще раз напиться воды из подземной реки.
Умершие есть те, кто потерял память. Тересиль или Амфиарий сохранили свою память и после кончины. Ну, это такие легенды. То есть канут в лету, быть забытым, бесследно исчезнуть и самому все забыть. Плюс там еще существует река Флегетон. В древнегреческой мифологии огненная река, впадающая в Ахерон. В диалоге Платона, Федон говорится, что в этой реке пребывают души отца и матери убийц до тех пор, пока не искупят свой грех. Ну, тоже интересный факт, так как река огненная, а это уже нас приближает к разгадке, где же находится все-таки вход в этот Аид. Так как у славян тоже есть река Смородина, она же огненная река, Пачурика, Несей-река. От русского смрад, сильный, неприятный, удушливый запах. Река в восточнославянских волшебных сказках, былинах и заговорах. Отделяет мир живых от мира мертвых, но считается все-таки аналогом Стикса. Опять же, Стикс это световой поток. Светоток и в обратную сторону. Светоток, то есть стоячая волна, которая и является основой для нашей Земли. Ее должен преодолеть человек и его душе по пути на тот свет. Название Калинов мост происходит от древнерусского слова «калить», которое означает разогрев твердого материала до красна или до бела. Река Смородина также называется огненной, потому мост через нее и представлялся до красна раскаленным. В современном русском языке существует также слово «накалить», «раскаленный», «окалина», происходящее от того же корня. То есть, что мы видим, что как бы наши предки спускались в пекло по другому пути. Вполне вероятно, что где-то в районе Кавказских гор, потому что там есть где-то и мост. Не нужно ее переплывать, можно как-то по мосту передвигаться, если есть такая возможность. Но мы это уже видели. И видели мы это в том же месте, где так называемый секретный архив КГБ, секретное дело, которое утверждается, что посередине земной коры находится магма, которая является центром гравитации земного шара. И она практически, не совсем сплошная полоса, но она все-таки много ее магмы там. Это как бы центр стоячей волны. О чем мы читали уже в рассказе «Дымный бог», где в этом рассказе говорится, что центр тяжести находится на 150 миль ниже поверхности. И в этом особом пункте сила тяжести прекращается, становится нейтральной. И когда мы проходим далее этого пункта внутренней поверхности Земли, обратное притяжение геометрически увеличивается в мощности, пока другие 150 миль расстояния не пересечены, что вывело бы нас на внутреннюю часть Земли. То есть опять же множество рассказов говорит о том, что именно на расстоянии примерно до 300 километров существует эта стоячая волна, как бы раскаленная магма. И об этом говорили и индейцы Макуси, которые для того, чтобы попасть к гигантам, на 5-й день 4-й пути находились внутри пещеры, где теряли вес и телесную массу, что позволяло им двигаться гораздо быстрее. То есть это была середина, так как они путешествовали примерно где-то 13-15 дней. То есть в этом же секретном деле КГБ также вот эта магма является как бы серединой. Расстояние между нашей цивилизацией и цивилизацией полой Земли. Но за этой раскаленной магмой, получается, находится как раз вход в Аид. Давайте обратимся к еще одной реке Аида, Стиксу. Она окружает со всех сторон царство теней. Поэтому самая нерушимая клятва у бессмертных водами Стикса. Никто никогда ее не смеет нарушить. Клятва отступники лежали год без признаков жизни, а затем на 9 лет изгонялись из сонма небожителей, то есть даже богов наказывали. По Геосиоду река Стикс составляет 10-ю часть всего потока, проникающего через мрак подземное царство, где в Стикс впадает Кацит. Остальные 9 частей потока окружали своими извивами землю и море. Перед вами как раз и есть этот огненный пояс Земли на экране. То есть это различные вулканические деятельности, которые приводят к тому, что происходит извержение вулканов. То есть это и есть легендарный Стикс, огненная река, которая тут же написано, что она окружает фактически Аид. Если же мы обратимся к науке, то мы узнаем, что как раз существуют нормальные землетрясения в этих же районах.
глубиной 33-70 километров, потом промежуточные до 300 километров, внимание, до 300 километров. То же самое, что мы читали в предыдущих источниках. То есть источниках, которые говорили, что где-то на глубине 300 километров примерно отсутствует гравитация. И здесь же наука подтверждает, что как раз основные землетрясения происходят до 300 километров. Ниже 300 километров это редчайшие случаи. Может там гиганты какое-то дерево спилили, оно упало. Вот вам землетрясение. То есть, скорее всего, как раз вход в Аид находится за этими 300 километрами, за вот этой огненной рекой. Также Стикс. В ней Гефест, когда ковал меч давно, закалял его в водах Стикса. По одной из древних легенд, известный герой Ахилл получил свою неуязвимость благодаря тому, что его мать-богиня Фетида окунала его в воды священной реки Стикс. То есть такое ощущение, что Ахилл это был все-таки какой-то робот, потому что в магме можно закалять только сталь. Но это говорит о том, что и металлургия древних нам непонятна, потому что она производилась там, где, во-первых, высокие температуры природные и нет чего? Тяжести. То есть можно очень хорошо очищать металл и производить изделия, которые нам недоступны. Часть этих изделий мы находим и сегодня. Это знаменитые серьги из Феодосии, которые современные мастера не могут повторить, не понимают, как сделана такая тонкая работа. Вполне вероятно, что эти артефакты как раз сделаны в мастерской Гефеста, ну то есть на больших глубинах в недрах Земли. Также, если вспомнить Гефеста, то ему помогали циклопы, сыновья Урана и Геи. С одной стороны это так, а с другой, если посмотреть, может это были простые великаны с масками защитными для лица, чтобы работать на таких глубинах с такими температурами. По Данте, например, ад имеет 9 уровней, то есть там есть и огненные уровни, но самые худшие уровни ледяные. Охраняет вход в ад Цербер или Кербер, трехглавый пес, на шее которого с грозным шипением извиваются змеи, у которого из пастей течет ядовитая смесь. Его создатели Тифон и Ехидна, или Тартарагея считается. Цербер охранял выход из царства мертвых Аида, не позволяя умершим возвращаться в мир живых. Ну, у нас тоже есть подобная легенда. Это после того, как вы прошли Калинов мост через реку Смородина, которая соединяет мир живых и мертвых, вы за огненной рекой встречаете змея Горыныча Трехголового. И находится избушка Бабы Яги. То есть и в славянских легендах все это есть, все это описано. Плюс, если вспомнить славянские легенды, то Чернобог, он же еще называется Черный Змей, Кощей, Повелитель Тьмы, Бог Холода, Уничтожения, Смерти, Зла и Безумия. Славяне делили весь мир на две половины, добрую или злую, дружественную и враждебную. Ну, если мы злую вспомнили, в кавычках, то Белобог все-таки был белой частью этого противоположности. Вот так изображался символ Чернобога. Очень похож как бы на символ Велеса, на рогатину Аида, на треугольники, которые мы видим, в том числе и в летательных аппаратах. Ну, и если посмотреть на руну Чернобога, то она отличается от руна Мир или руна Ман Человек всего лишь направлением. То есть это те, кто живут, руна Мир, Человек, те, кто живут на поверхности Земли, и руна Ман, руна Чернобога, это те, кто живут на противоположной части Земли. То есть уже там, где гравитация минимальная, за огненной рекой, это как раз может позволяет их держать под контролем, чтобы они все не вышли на поверхность Земли. Ну, давайте делать выводы. Есть все основания полагать, что подземная цивилизация Аида, она же Ад, расположена за огненной рекой, которая является центром гравитации земной коры и находится на глубине примерно 300 километров. Если верить Данте, то Ад имеет 9 уровней, кругов. НЛО, которые имеют черный цвет и треугольные формы, в своей основе принадлежат к пекельным мирам. Все ссылки на использованные материалы в описании. Можете добавлять свои интересные факты в комментариях под видео. Хотелось бы узнать ваше мнение, потому что там очень много интересной информации. Поэтому еще раз напоминаю, все ссылки на использованные материалы будут под видео. Под каждым видео есть вот такое вот описание. Там кнопочка «Еще».
Нажимаете ее и откроются все ссылки. Но еще под каждым видео закреплен мой комментарий для тех, кто хочет помочь в создании новых видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.